Сегодня мы начинаем новую рубрику, которая будет выходить по средам. Называется она «Разбор без пациента». В этой рубрике мы будем брать один практический прием из уже вышедшего субботнего выпуска и разбирать его на безопасном примере. Без пациента, без МИС и без клинического решения. В прошлую субботу мы разобрали, какой искусственный интеллект врачу открыть под задачу. Чат, документ, базу знаний или агента. Ссылка на полный выпуск на экране и в описании в закрепе. А сегодня за 5 минут покажу первый такой прием. Карточку из 4 строк, которую стоит заполнить до того, как вы вообще открыли нейросеть. Если вы на канале впервые, коротко представлюсь. Меня зовут Алексей Гордеев. Я врач-фтизиатр, заведующий. Вы на канале «Искусственный интеллект для врачей». Здесь я разбираю искусственный интеллект так, как он реально нужен врачу. В работе, практично, без хайпа, без обещания чудес и без замены клинического мышления. Поехали. Самая частая ошибка начинается не с выбора модели. Ошибка начинается раньше. Врач открывает чат и сразу пишет запрос. А потом оказывается, что задача была сформулирована слишком широко, данные туда отправлять нельзя, результат постоянно непонятно где хранить, а проверка ответа осталась где-то за кадром. Поэтому первый шаг не в нейросети. Первый шаг – 4 строки перед ней. Карточка очень простая. Первая строка – что я хочу получить. Вторая – какие данные я туда отправляю. Третья – где будет жить результат. И четвертое – кто проверяет ответ. Это не бюрократия и не сложный регламент. Это способ на минуту остановиться и понять. Я сейчас использую искусственный интеллект как помощника для черновика или уже подбираю зоне, куда искусственный интеллект отправлять нельзя. А разберем на безопасном примере. Допустим, мне нужно подготовить общий план памятки для пациентов по подготовке к диагностическому исследованию. Не памятку конкретному пациенту, не разбор анализов, не тексты из медицинской информационной системы, а общий план, какие разделы должны быть в памятке, в каком порядке, каким языком это лучше объяснить. Заполняем карточку. Что я хочу получить? Я хочу не финальный медицинский документ, а черновик структуры. Например, выступление, кому памятка предназначена, что уточнить у врача, как подготовиться заранее, что взять с собой, что делать после обследования и где задавать вопросы. То есть я прошу искусственный интеллект не лечить пациента и не принимать решения. Я прошу помочь мне выйти из пустого листа. Какие данные я отправляю? Только общую формулировку задачи. Без фамилий, без дат рождения, без номеров карт, без результатов анализов, без выписок и без скриншотов рабочих систем. И важный момент. Я не загружаю туда внутренний документ учреждения просто потому, что он уже есть у меня под рукой. Если документ рабочий, локальный или внутренний, это уже отдельный вопрос, а не быстрый запрос нейросети. В этом примере данные такие. Составь общий план памятки для пациентов по подготовке к диагностическому обследованию. Без персональных данных и без конкретного пациента. Где будет жить результат? Ответ искусственного интеллекта – это черновик. Он не становится автоматически памяткой для пациентов. Он не попадает сразу на сайт, в чат, в документы учреждения или рабочую систему. Сначала я забираю структуру, вычитываю ее, сверяю с локальными правилами и только потом решаю, что из этого вообще можно использовать. Кто проверяет ответ? Проверяет врач. Не потому, что мы не доверяем технологиям вообще, а потому, что искусственный интеллект может написать очень уверенно, но при этом ошибаться. Он может пропустить важные ограничения, он может дать слишком общую фразу, он может красиво сформулировать то, что в вашем учреждении устроено иначе. Поэтому искусственный интеллект помогает собрать черновик. Но ответственность за смысл остается у человека. А теперь главное. Карточка не делает любой инструмент безопасным. Она не заменяет правила вашего учреждения по работе с данными. Она просто помогает вовремя увидеть красные линии. Если в строке «Какие данные отправляю» появляется выписка, скрин, конкретный пациент, анализы, история болезни, внутренний регламент или личный кабинет, это уже не быстрый разбор без пациента. Это стоп. Значит, задачу нужно пересобрать, обезличить или вообще не отправлять во внешний чат искусственного интеллекта. В субботнем выпуске я разбирал более широкую рамку. Как врачу выбрать контур искусственного интеллекта под задачу. Когда достаточно обычного чата, когда нужен документ или источник, когда нужна база знаний, а когда уже начинается агентский контур. А это карточка из 4 строк. Первый маленький шаг перед выбором контура. Сначала задача, данные, место результата и проверка. И только потом вопрос, какой искусственный интеллект открывать. В закрепленных комментариях я оставлю эти 4 строки, чтобы их можно было просто скопировать. Что хочу получить, какие данные отправляю, где будет жить результат и кто проверяет ответ. Полный выпуск, по которому мы делали сегодняшний разбор, про то, как врачу выбрать искусственный интеллект под задачу, чат, документ, базу знаний или агента, ссылка на него в описании и закрепленном комментарии. А в эту субботу выйдет следующий большой выпуск про то, почему искусственный интеллект может отвечать уверенно и все равно ошибаться, и как врачу быстро проверить такой ответ.
Там будет простая схема: основание, ограничение, источник и финальное решение человека. А в следующую среду мы возьмем из этого субботнего выпуска один практический прием и снова разберем его без пациента. А для следующих разборов без пациента вы можете написать вопросы в комментариях. Только важное правило: без реальных пациентов, без выписок и без документов учреждения. Меня зовут Алексей Гордеев. До встречи.